Так, на улице тут целое шоу. Есть он робот, который сам обрабатывает виноградники. То есть он сам там стрижет, стоят специальные, сам обрабатывает виноградник. Сам он разворачивается. Видели его на стенде. Сам разворачивается. Ну, это такое уже на сегодняшний день, наверное. Прикольно. Все очень необычно. Обрезает. Я так думаю, что есть робот, который тоже убирает. Тут какое-то шоу Dois Farm показывает, так что такое вот на улице. На улице тоже везде все мероприятие за мероприятием. Так, ну еще один. Говорил, уже не буду снимать, но компания Monosem довольно-таки классная компания, и стоит ее поснимать тоже. Вижу, что есть сеялка с сдвижными секциями. Здесь вот система придумана так, что как на токарном станке направляющая, и по направляющим ездит секция. Мне кажется, вот это одна из самых уникальных систем сдвижных секций. Тут еще такие какие-то штукенции сделаны, очень какие-то хитрые механизмы, которые их сдвигают. Потом, когда они сдвинулись, часть рамы может подняться вверх. Более вообще нормальная идея. Думаю, что идея имеет место быть. Сеялка не имеет туковой системы на себе, зато имеет отдельный бункер. Ну, все как бы классика жанра европейского рынка. Monosem. Секции сдвигаются, а потом часть рамы поднимается для передвижения, ну и для того, чтобы сеять на разных междурядиях, я так понимаю. Все, блин, в этом ключе весь рынок. Весь рынок, и никуда нам от него не деться. Это мы точно знаем. Вот эта система, я даже не знаю, что это за система такая. Междурядья выставляешь. 50, 60, 70. Вот оно, как все сделано. 50, 60, 70 междурядья. То есть получается минимальная 50. Ну, может еще даже меньше. Сеялка Monosem. Так, а ну что тут по приводу? Привод, вал отбора мощности. Уже отсюда вижу, стоит генератор. Генератор дает электроэнергию. Электроэнергия крутит электромоторы на сеялке. Все стандартно. Но тогда сомнений быть не может. Ну и туковый бункер для удобрений тоже наперед на трактор. Высевающий аппарат, электропривод, фары, тоже важная штука. Тоже где-то примерно на тонну оно, я думаю, 1000 литров. Все, такая вот машина. Так, а тут вижу секции вот так вот устроены Monosem. То есть квадратная труба, сверху еще один квадрат. На подшипниках все оно ездит так. Подшипнички стоят. Прям, по-моему, более такой нормальный вариант, чем более бюджетный, скажем, вариант, нежели там на той сеялке. Подшипники с 4 сторон в разных местах кружатся и ездят тудым-сюдым. Но это, я так понимаю, сделано для габаритов для перевоза. Потому что не вижу я, чтобы как-то расставлялась ширина. Нифига, все верно. Вся сеялка, короче, имеет. А посередине он там есть все-таки, как и в Scogia, есть вот этот направляющий. Две средние секции съезжаются по направляющей. Электропривод, не знаю чей. Monosem. Сеялка. По-моему, если я не ошибаюсь, немецкая. Очень просто и правильно. Так что такие тенденции рынка пропашных сеялок. Сдвижные секции, генератор на вентиляторе. Все это пропашные сеялки. Так, что тут? Овощная сеялка. Ну, это такое себе. Пропашная секция. Не знаю, что это не хотели показать.
Что это не хотели показать, Николаевич? Твоя версия. Возможно. Так, ну и тут пропашная секция какая-то супер навороченная, супер замороченная. Я не знаю, какой-то диск метровый стоит на ней. Короче, компания Monosem. Еще одна пропашная сеялка, которая имеет возможность, как наша Атрия. Прям, я, честно говоря, немного даже удивлен. Мы это уже давно делаем, а это вот представлено на выставке. То есть тенденция в пропашных сеялок, то есть мы довольно-таки актуальны и на этом рынке, и все довольно-таки правильно. Monosem. То есть также есть генератор, который дает нужное напряжение. Нужное напряжение приводит в действие электромоторы. Электромоторы какие-то Monosem. Я даже не знаю, что тут за система. Не видно какая-то система. Тут целый трансформатор. Целая история какая-то с этим всем делом. Компания Monosem имеет такой вот механизм послаживания сеялки. Очень все знакомо. На нашей Атрии точно такое же. Так, такой вот мотор на привод удобрений, подачи минеральных удобрений. Такой вот мощный мотор. Тут вот такое вот. Такая сеялка, мне кажется, будет такая не дешевая, блин. Но зато такая симпатичная. Ну, высевающий аппарат работает, все показано, как он тут строчит. Но мы все знаем, что Reset делает вещи, пока еще. Безусловно, Monosem классный высевающий аппарат, и он, наверное, даже и не хуже. Но, кстати, все очень как-то стало все похоже на Reset. Так что так вот, компания Monosem. Так, идем дальше. Так, ну, шел, не знаю какой час и какой павильон по счету. То есть, то, что касалось там поливов, всяких гидроподач воды, и мы этого не снимали. Подошел я, тут есть, короче, такая тема, электротрактор. Какое название? Не знаю, наверное, скорее всего, итальянский. То есть такой вот стенд. Записывайте, покажут, расскажут. Я думаю, надо поискать в интернете, что это такое. Ну, короче, электротрактор. Электротрактор и электрогрузовик. То есть мир уже движется в сторону электро. Такой вот Made in Italia. Вот название этого бренда. Джон какой-то Evolution. Короче, машина еще какая-то, грузовичок электрический. Колдони. А, вот этот Колдони, точно. Вот его я видел в Китае. Сейчас покажу вам этот трактор. Короче, скоро все будет электрическое. Такой электрогрузовик, интересно, открывается. Ага. Закрыто, не доверяю. Наверное, все же для таких садов. Италия же маленькая страна. Понятно, что он для нас не очень подойдет, потому что у нас нужно ехать целый день на ГАЗ-53 и все такое. Короче, вот этот, по-моему, Колдони, могу ошибаться, но он, я видел на заводе Lowell. Вот, на заводе Lowell производят же трактор вот этот Агро, зелененький, не помню. Арбос. Вот этот у них там был, стоял в Колдоне. И Матермак. Так что знаете, что это все, наверное, скорее всего, даже сделано в Китае, не в Италии, но с итальянским стилем. Так, ну что, идем дальше.
что-то заинтересует, будем снимать. Все плотно, народу капец. Выставка просто огроменная. Гриме там стоит, это такой известный овощекопальный сажальный бренд. Они там и картофельные комбайны делают, и бурячные, и свекольные. Это, короче, павильон каких-то тракторов маленьких, ну и больших тоже, всяких таких разных машиненок. Гольфкары всякие. Разбрасыватели, но я не думаю, что разбрасыватели удобрений, скорее всего, какого-то песка. Кубота, большущий стенд. Кто-то меня когда-то просил сделать обзор Куботы. Но это не очень реально, потому что мало никто не говорит на нашинских языках. Вот еще такой зелененький трактор. Кстати, много в Италии такого плана тракторов сочлененных. Но они очень специфические и для местного применения. Всякие сады, виноградники. Феррари. Трактор Феррари. Нормально. Вообще, очень уникальная машина. Я чуть-чуть даже могу показать ее. Значит, трактор Феррари. Есть с кабиной, есть без. Я так понимаю, он едет как кот задом наперед. О, открыт. Как прикольно в кабине все сделано. Это же Феррари. В кабине как настоящий Феррари. Он так интересно меняется местами. Не могу понять. Ну, скорее всего, да. Скорее всего, местами меняются сиденья. Ну да, меняется местами. Зад вперед, там перекручивается. И все, надо, едешь задом, надо, едешь передом. Конечно, чудной аппарат. Технические характеристики не вижу. Все на итальянском. Какой стиль, какие фары. Вообще. Ну, чем-то есть рядом такой же бренд. Spirit какой-то, тоже очень похоже. Ну они все устроены так, что они меняют панель, меняют свое расположение тракториста. Вперед, назад, зад, наперед. Блин, надо же, какие чудные трактора. Вообще, у нас такого нет. А у нас такого нема. Навеска. Николаевич, тебе домой таки нужен трактор. Ну, еще палисадник себе и ухаживать за ним. 85, не знаю. 85 сил, наверное, 70. Ну да, наверное, так и есть. Мотор большой, что, огромный. Просто, да, такая низкая посадка. Блядь, ну это вообще капец. Ну такого вообще... Жалко, никто не может рассказать про них ничего. Но трактора очень прикольные. Самое уникальное, что вот это внутри перекручивается рабочее место заду наперед. Бывает на разных шинах, на тракторных, на таких шоссейных каких-то. Ну, вообще уникальная машина. В Куботе тоже, я смотрю, есть такие же аппараты. Ну что, догоните меня? Всего до хрена и больше. Выставка каких-то масштабов. Говорят, что Ганновер такая огромная. Я не бывал. Надеюсь, как-то получится попасть на нее. Но сейчас это вообще капец. Какой-то давка сплошная. Сколько народу. Интересно, это все клиенты или какие-то... Кто эти люди?
что они не на работе, как говорил один мой знакомый в центре Милана, говорит, а чого вони всі не на роботі, що вони це всі лазять тут? Так что такая вот тема. Так, ну павильон, перейду в следующий, да, что понятно. Для нас не очень интересно, потому что трактора, это все можно увидеть на выставке в Украине. Так что идем дальше.